Привет, мои дорогие девочки! У нас сейчас будет такой небольшой расклад. Мы посмотрим такую тему. Что вокруг тебя? Что ждать? Погадаем на ближайшее будущее. Давайте посмотрим. Сделаем такую мини-диагностику. Сделаем небольшой расклад. Но хотя бы, знаете, вот посмотрим, что в ближайшие дни ждет. Для кого это важно? Кто находится в тряске какой-то, да? Давайте посмотрим. 4 варианта у нас будет. Ваш путь дорожка. Вот представьте, что вы на перекрестке и 4 пути. И выберите свой путь. И давайте посмотрим, что вокруг тебя, чего ждать, как прожить это ближайшее время. Мы гадаем на ближайшее будущее. Самое такое ближайшее будущее, я не буду говорить, сколько это. Обычно это 3-9 дней. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дней, девочки, да. То есть мы смотрим, потому что у кого-то это может быстрее сбыться, у кого-то не быстро, да. Такое всякое бывает. Ну что, давайте посмотрим, что вокруг тебя, чего ждать в ближайшем будущем. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Подумай о том, что тебя сейчас окружает. Подумай о том, какие у тебя планы. Вот примерно одной мыслью. И толкни ее, ударь как будто бы взглядом о карту Таро. И та, которая тебе вот идет, ты ее и выберешь. Ну что, давайте посмотрим, что вокруг тебя. Итак, первый вариант. Первая карта. Что вокруг тебя? Чего ждать в ближайшее будущее? Туз пентаклей выпал. Девочки, сейчас надо действительно держать ушки на макушке, быть максимально осторожной во всех своих делах, реально, потому что туз пентаклей это такой, знаете, это тень, которую отбрасывают ваши дела. И смотрите, паж мечей, это говорит о том, что в ваших делах будет пытаться мешать вам паж мечей. Паж мечей это какой-то мужчина моложе вас, да? То есть это какой-то такой дрянной человечишка, мужичоночка какой-то, парень, который младше вас. Или, девочки, бывает, это и не сколько даже прям младше по возрасту, сколько, вот знаете, тщедушный, хрущенок такой, да, худой, зловредный, гадкий такой, понимаете? И смотрите, выпала еще карта дьявола. Туз пентаклей, карта дьявола. Это говорит о том, что чтобы вот сейчас вам какая вредность не пришла от такого человека, да, какие-нибудь сплетни, плохие про вас слова, там, или, ну, короче, он может и появиться, и вам что-то высказать, да. Это может какая-то ссора, кстати, быть, и все остальное. Но выпала еще карта дьявола. Это говорит о том, что за этим всем, как говорится, наблюдают высшие силы. И то, что вот он, смотрите, на вас вот это вот злобу какую-то толкнет, вы можете ее как бы немножко прожить, можете почувствовать, но не прожить, потому что, например, ведьмы очень часто интуитивно чувствуют вот это, да, их начинают где-то колошматить, но на самом деле у них в жизни ничего такого не происходит. Ну или какие-то просто знаки идут, да. Это карта дьявола, она говорит о том, что это все ему вернется. Это будет бумеранг. А бумеранг будет от другого мужчины, который тоже идет по вашей стороне. Возможно, это муж или какой-то близкий родственник и все остальное. То есть, вот смотрите, что вокруг тебя? Вокруг тебя назревает какое-то, скажем так, выяснение отношений двух мужчин. Да? И они будут связаны с тобой. Это могут быть и романтические какие-то отношения, да, где несколько мужчин. Или, девочки, вы с кем-то вот реально поссоритесь, или кто-то будет про вас плохо говорить, например, друг вашего там мужа, или же еще что-то. Ну, вот такая вот сцепка будет, да. Но за этим наблюдают высшие силы, и на вашей стороне будет король чаш, да, и еще с пятеркой костей. Это говорит о том, что вот хоть это все как будто бы и произойдет, но, девочки, вот какие бы сейчас, как говорится, не были у вас припития жизненное, оно все вернется вам в лучшем виде в 100 крат. Вот эта энергия антагонист того, что будет происходить. Здесь выпал 11-й старший аркан. Сила.
Понимаете? То есть, чтобы сейчас вы какие-то вот мелкие подлянки, какие-то мелкие сплетни, или на вас там повесят тяжкий груз какой-то, который вам будет, ну, вы будете расстраиваться или мелко расстраиваться. Возможно, где-то, если, например, у вас красные дни календаря, можно где-то и расплакаться, да, или настроения нет и все остальное. Но это все, как говорится, платно. Этот аттракцион в вашей жизни платный для всех тех, кто купил на него билеты для того, чтобы вас обидеть, да, то есть сила на вашей стороне. Так, чего ждать в ближайшие дни? А все почему, девочки? Помните, вот я сейчас даже сказала, что тут, скорее всего, ведьмовской расклад. И вы выпали королевой Пентаклей здесь. Это королева ведьм, это ведьма, которой как ни подойди, да, она использует людей, как тех, которые, вот знаете, дряни, которые приходят в вашу жизнь, да, вы их перемалываете. И дело в том, что потом за это вы получаете такие вот кармические какие-то бонусы. И вы их получите. Аркан силы, аркан дьявола выпали на вашей стороне. То есть тут будет какая-то игра, связанная с бонусами. То есть, чтобы вас сейчас не стрессовало, на каком бы вы лифте туда-сюда не катались, как бы вам не было плохо или кто-то ранил вас, да, это все платно. За это все они заплатят. Никто не уйдет необелеченным с этого праздника платного жизни, и где на контрамарках стоит дьявол, понимаете? Причем даже вам ничего здесь особо делать и не надо. Главное просто жить, верить в себя, верить в свои силы, верить в свои магические силы, да, верить знакам, своей интуиции, да, и не бояться. Ну, давайте еще посмотрим, чего еще ждать вам в ближайшее время. Десятка пентаклей. Двойка кубков. Шестой старший аркан влюбленных выпал. Ну, тут я вам скажу так, где-то качнет. Будет вот именно вот это вот, знаете, движение воздуха, качель, где вы вот почувствуете, вот знаете, как в лифте стоишь, да, нажимаешь какой-то этаж вверх или вниз, неважно, да, и вот лифт начинает двигаться, и немножко так вот гравитация чувствуется, да, вот кажется, что душа в пятки уходит. Бывает, девочки-то, если особенно это скоростной какой-то лифт. Вот у вас будет такое связанное, психосоматическая, да, то есть немножко вас поштормит. Это могут быть даже, вы знаете, у кого-то может трепыхаться сердечко, у кого-то может быть повышенная тревога, вот какой-то волной найти, да. Вы, главное, справляетесь со своей психосоматикой сами. А эту проблему, которая у вас возникнет в ближайшее время, оставьте высшим силам. Они с ней сами разберутся. Вам не надо тушить вот эти вот пожары, потому что это пожары, которые сделали высшие силы, и только просто с вашими ручками, с вашим участием наказать кого-то. То есть вас может тряхануть, вот как говорится, но тряханет только от того, что рядом с вами находятся серьезные высшие силы, которые не за вами пришли, а не только, вот как говорится, через вас, понимаете? Вот вы видели, наверное, как в фильмах, да, например, кто-то вселяется душа куда-то или что, и, знаешь, так вот трясет там главных героев. Вот и вас немножко так трясанет. Этого не надо бояться, потому что тут вот какой бы негатив сейчас не был, вы можете почувствовать какую-то тревогу, обиду, могут быть слезки, может еще что-нибудь быть. Но это, девочки, то, что вам надо просто будет справиться со своим состоянием, больше ни с чем. Потому что, вот, как говорится, обелечивать будут там. И это, вот этот, как говорится, вот этот вот, даже не назовешь его мужчиной, потому что и мужчина, и женщина может быть, да. 15-й старший аркан будет обелечивать кого-то там. На вашей стороне 11-й старший аркан силы и аркан влюбленных, да. То есть вы вот под серьезной конкретной защитой. И насколько вас обидят даже, попробуют обидеть, да, в 100 крат тем вашим каким-то врагам достанется по полной катушке. Вот и все. Вот это самое главное, на что надо обратить внимание в ближайшее время. Так что, девочки, запасайтесь попкорном, реально, да. Водички себе еще налейте, успокаивающего чая какого-нибудь, да. И просто обращайте внимание на то, что вот кто-то что-то вам вот
гадость какую-то как будто бы кинет, вы ее не ловите. И вы ее не поднимаете с земли. Понимаете? За вами встанут те силы, которые должны встать. И спустя какое-то время, ну небольшое, девочки, скорее всего, будет, да, вот этого пажа накажет кто-то. И там, помните, я вам говорила, что это будет какой-то мужчина, кубковый мужчина, да, это кто-то из вашего рода подымется за вас. Понимаете? И это будет живой именно человек, и он как-то вот впрягется в эту всю историю, да. Главное, просто держите себя в таком, в более нормальном, вот спокойном состоянии. Вот и все, девочки. Такой вот первый вариант. Второй вариант, давайте посмотрим, что вокруг тебя, чего ждать в ближайшее будущее. Мы гадаем на 3-9 дней, посмотреть, девочки, что ожидать. Король мечей ожидает здесь вас. Это пиковый, это, девочки, может быть либо встреча с хорошим врачом, если вы собираетесь куда-то, либо это какая-то операция плановая, неплановая, да. Ну, короче, тут идет такое... Девятка мечей, но это может быть еще и встреча с врагом каким-то своим по пятерке кубков, восьмерка кубков. Это, девочки, идет такое, что либо это какой-то должник вернет вам долг, но он не очень будет хотеть вообще с вами общаться после этого, да. Это идет какой-то заискивающий еще человек, который сам по себе хранит к вам не очень хорошие отношения, да, но ему что-то от вас понадобится, и поэтому сделает вот эту свою морду помидоринкой для того, чтобы к вам подойти, с вами как-то пообщаться, возможно, вас попросить о чем-то, или чтобы вы его простили. Или, например, вот это должник, который вернет деньги какие-то вам. Это может быть, ну вот какое-то возвращение, да, человека, который вот его аж трясет от вас, его трясет этого человека от вас. Но к вам по-другому, как с хорошим чем-то, нельзя подойти, да, и этот человек об этом знает. Давайте еще посмотрим, что вокруг тебя, чего ждать. Очень похоже на возвращение долгов все-таки, да. Это раз. Во-вторых, кто-то мучается, девочки. Это приход какого-то мученика, какого вы мучаете вы, да. Но это может быть, например, знаете, человек, который вас не любит, ненавидит. Но вот он не может вам это все выразить, да, и тут идут очень хорошие карты, что это будет лесть, заискивание, или просто типа а-ля хорошие отношения, или поздоровается человек, который никогда с вами не здоровался, да, или, ну, вот такое вот что-то идет. Почему это происходит именно с вами? Королева Пентаклей выпала. Ну, тоже, девочки, видимо, потому что вы ведьма, потому что вы соображаете не так, как другие, потому что вы скользкая и хитрая, да, и сколько бы не хотел вот этот король мечей где-то на вас что-то воздействовать, а там выпадала девятка мечей, то есть хотелось вам отомстить, хотелось вот эти какие-то гадости делать, но руки отсохли и ноги не пошли. И с вами это невозможно сделать, потому что, чтобы этот враг не делал какой-то, знаете, все как с вас, как с гуся вода. Давайте еще посмотрим. Что вокруг тебя происходит? Что вокруг тебя происходит? Сила, встреча какая-то. Вот тоже интересные карты, девочки, как продолжение первого варианта. Очень похоже, кстати, очень похоже. Я еще, когда первую карту достала с вашего, я бы вам даже посоветовала, возможно, вот этот вот первый вариант, он тоже очень сильно вам подойдет, да. И как дополнительный вариант вы можете тоже этот расклад первый посмотреть. Выпал дьявол, король кубковый, то есть на вашей стороне. Высшая сила, девочки, которая, опять же, вот знаете, вас жизнь сталкивает с каким-то человеком, который вас особо, как говорится, не чествует, не любит, но высшая сила в лице какого-то короля кубкового, червового, это защитник, это мужчина-защитник, да, который нападает вашему этому врагу, вот напихает в панамку по самое не балуй, понимаете. И опять 11 старший аркан силы.
То есть, смотрите, и опять карта ведьмы выпала, да, это расклад почти практически ну, повторяет первый, кстати, одними практически теми же картами. Чуть-чуть меняются, но это нюансы только в том, что к вам тянется человек, который, понимаете, вот терпеть вас не может, да, но ему что-то от вас надо, или вот он не может на вас как-то воздействовать, и вот, как вы знаете, приходит сдаваться, да, и вот приходит сдаваться. Но с ним тоже будут разбираться высшие силы, поэтому вам особо можно, как говорится, не надо никого прощать, не надо ничего там, знаете, улыбаться кому-то и все остальное. Ведите себя как обычно, да, потому что за вас впрягется какая-то сила другая, причем в лице другого мужчины. То есть мне кажется, что тут, знаете, оно как может интересно проявляться, да. Например, вот ваша вражина как-то про вас подумает, будет листать ваши фоточки, например, в интернете, и тут на нее, короче, подойдет какой-то мужик и выльет, например, какие-то помои, да, на нее или на него, короче, или поругается, или машина, авария какая-то произойдет, и ему там тоже по шапке надают, да, ну, то есть тут все что угодно может такое вот быть. И это будет тот, который более агрессивный, более сильный, более крутой, который, как говорится, налает на него, на этого вашего какого-то ненавистника, да, то мало не покажется. Хорошо, а чего ждать вам? Девятка кубков. Девочки, очень сильно прохож расклад на первые. Тут вот первые и второй, они вообще очень сильно пересекаются, по смыслу повторять одни и те же, в принципе, слова. От расклада толку нету, да, то есть как дополнительный расклад, посмотрите, пожалуйста, еще первый, потому что первый тут вообще полностью сошелся, девочки, со вторым, что, кстати, прям странно, да, но вот интересно. Но давайте его дополним. Еще чего ждать в ближайшее будущее? Что ждет в ближайшем будущем вас? Чего ждать, ожидать? Возвращение, девочки, чего-то. Очень кто-то будет не хотеть к вам обращаться, очень будет не хотеть с вами как-то контактировать, но как будто бы придется, да. И вот в тот момент, когда этого человека к вам потянет, да, тут его и настигнет, как говорится, кара от высших сил, да. Ему по кумполу настучат. А вы такая белая пушистая зайка, королева кубков выпала, маг. Знаете, ваш вот этот враг, он будет очень... Ему будет, знаете, что очень неприятно? Что вы об этом будете знать, что вы как-то будете это обговаривать, и что что-то вылезет наружу, какие-то тайны этого человека. И вот, кстати, все-таки тут туз пентаклей выпал, это тоже как продолжение вот этой вот тайны. То есть тут реально они так сильно пересекаются, эти два варианта. Поэтому так вот, мои дорогие... Третий вариант, давайте посмотрим, что вокруг тебя, что ожидать в ближайшее время. Четверка кубков, это очень хорошая карта. Освобождение, открытые дороги, свежий воздух, свежие идеи, свежая голова вас ждет. Это могут быть еще сны, ясновидением связанные, да, что вы потом можете даже чувствовать какое-то дежавю от этого всего. Это, девочки, новый путь какой-то, сразу я вам говорю, смотрите, четверка кубков – это открытые пути дорожки и начало новой жизни. Это, девочки, заканчивается какая-то вот полоса, тягомотина, какое-то непонятно что, то, что было, тянулось в вашей жизни, какие-то проблемы, которые они, как, знаете, неразрешаемые были, да, и оно все заканчивается, начинается новая жизнь. Сначала вам будет казаться, что вот вы стоите на месте, но фишка в том, что шестерка мечей, да, а она говорит такие вещи в этом раскладе, что вот вам будет казаться, что вы ничего не делаете, но мир вокруг вас будет уже вот так вот вращаться в совсем другую сторону, не в такую, в которую он вращался, где вы видели какие-то неразрешимые свои проблемы. Поэтому вы будете думать, что а что я, да, а что я делаю,
Тут не надо рыпаться, как говорится, дергаться и все остальное. Вот смотрите, начинается у вас белая полоса, открыты дороги, пути, но это не говорит о том, что вам сейчас прям надо двигаться по какому-то, выбирать быстро пути идти. Нет, это говорит о том, что тебе сейчас надо остановиться, отдышаться. Ты вышла на опушку леса, из дремучего, непонятного леса, поцарапала ручки, ножки свои, да, но ты вышла, и сейчас на опушке вот это вот время для того, чтобы оглянуться. Ты видишь уже поле, новые пути, ты видишь солнце, да, все ты видишь, но надо вот просто немножко отдохнуть. 21-й старший аркан, да. Давайте еще посмотрим. Аж чего ждать? Что ожидать в ближайшее время? Одни классные арканы пошли. Солнце пошло и паш кубков, да? Смотрите, девочки, все будет еще... мир будет очень добрым к вам сейчас, да? Это даже не 3-9 дней ближайших. Это тут, так как тут идут такие старшие арканы, ядреные, скажем так, да? Это говорит о том, что это будет продолжаться долго. Это будет еще точно лето все продолжаться. Вот эти открытые... Мир будет очень добрым для вас. Мир будет очень добрым. Он будет вот касаться вас тыльной стороной руки, гладить по щеке, понимаете? Лучики солнца все будут ваши. У вас будет хорошее настроение. Вы будете чувствовать себя намного лучше, чем было. Да? Это вот как будто вот прям какое-то освобождение идет. И мир очень хорошо к вам относится, он от вас не отворачивается. Пятерка. Вы знаете, от чего избавитесь, девочки? Тут либо какая-то магия с вас спала, да? Смотрите, пятерка мечей, повешенный король костей. Это зависть, огромная зависть, и, скорее всего, на вас было что-то такое, связанное с деньгами и с завистью к вам. Вам завидовали, причем очень жутко, завидовали какому-то вашему достоянию, которое можно вот не, я не говорю, что вот просто материальное благо, да, я говорю достояние. То есть это действительно что-то у вас есть. Или, ну, короче, что-то либо суперматериальное, либо вы сами достояние, вот, знаете, нашего мира, лучше, один из лучших людей, да. И дело в том, что вам кто-то очень сильно завидовал. Вот это зависть. Возможно, это было как магия. Это был сглаз какой-то. Это была какая-то гадота. Про вас вот думала и большое количество людей, которые завидовало вам очень серьезно и сильно, понимаете? И это... И вот они, девочки, вот эти вот люди, они вот прям, как, знаете, вот это мог быть даже и создано из этой ненависти какой-то, из зависти эгрегор. Вот реально, да, это как пузырь такой, где пришлось вам с ним соприкасаться, с этим всем. И вот эти вот какие-то проблемы из прошлого, тягомотина, это было связано с этим. И знаете, оно очень по-разному может проявляться. Совершенно по-разному. Потому что это может быть какое-то такое вот заболевание, связанное с нервами. Вот вы нервничали, тревожились, да, и вот и на этом вот что-то могло нарасти. Какие-то бородавки, либо что-то внутреннее, знаете, бывает такое вот. Или вот, и вы так поникли, как цветочек, вы подумали, что это никогда не кончится, за что вам это все, да? А оно, девочки, все проходит. И тут вот спадает, вот как вы с леса черного вышли, с черного, чернейшего леса, девочки, вышли. А знаете, из-за чего это было? Из-за вашего вот этого благосостояния, да? Скорее всего, вам было больше просто дано, чем другим. Больше дано в деньгах, в соображении, да, в интеллекте, может быть, даже дано больше. Потому что на самом деле вот это вот правило Парето 80/20, оно работает, девочки, да. И к счастью или к сожалению, я не знаю, как это сейчас назвать, да, это вы все-таки входите в то малочисленное население или малочисленные души, которые являются светлячками этого мира, да, и вам априори больше дано, чем другим дано, понимаете? И вот эти вот другие, которым не дано, пустышки, понимаете? С пустышки с этими, с коронами на голове картонными, которые посыпаны этими толчеными, этими стеклянными елочными игрушками. Это вы, может, кто не помнит этого, да? Но раньше такое было. Кто помнит. Короче,
И вот, а у вас была настоящая красивая корона, к этому завидуют, понимаете? И вот оно сходит, девочки, с вас. А почему оно на вас было? Знаете, это было дано, в принципе, кармически, потому что вы выпадаете не просто королевой Пентаклей, да, ведьмой, вы выпадаете верховной жрицей здесь. И тут явно корона на голове. И вот смотрите, про какую корону я вам тут говорю. Видите? Полумесяц светящийся на голове у верховной жрицы. Не у каждой на голове. Кстати, и вот как только вы это поймете, вы поймете, да, что вот эту коронку свою вы увидите глазами своими, почувствуете ее тепло или свет. И смотрите, сразу открывается дорожка. Сразу из шестерки мечей, где я говорю, стой на опушке леса, ничего не делай, да. Потом вы захотите уже куда-то пойти, и вы пойдете. И смотрите, так как мир, как я говорю, вам будет очень добр, к вам будут очень сильно тянуться люди. Понимаете? Люди, но причем эти люди будут достойные, нормальные, понимаете? Не вот это вот которое где-то вас окружало. И это все-таки, да, верховной жрице дается не просто так. Оно, девочки, не дается просто так. Это вот как какой-то опыт. То есть, смотрите, верховная жрица, она все, как говорится, ритуалы свои, она проверяет на себе. Это вот вспомните, как в эти вот... Вы вспомните, девочки, вы можете это помнить, кстати, да? Вспомните Древний Египет, например, там, где жрицы были, да, общение, шаманы. Вспомните, девочки, все свои предыдущие жизни, да, и будущее. Это когда ты через себя пропускаешь вопросы, это вот что-то плохое, этот жизненный опыт, да, и получаешь свет, ответы. Так вот, девочки, у вас был очень большой вопрос, связанный вот с этим завистью. Вы его проработали, и сейчас идет свет сверху, ответ. Понимаете? И вы очень сильно обогащаетесь. Это поможет вам в это. Вам не будут дальше эти вопросы даже попадаться, потому что вот с этими картами вы будете уже обходить это все. Вы сделали выводы. Вы их сделали, девочки. Или в ближайшее время вы их доделаете, эти выводы. Хотите вы или нет. Да? Потому что вы относитесь вот реально к тем силам, которые должны знать ответы на все эти вопросы. И только вам эти ответы идут, понимаете? Вопросы есть у каждого человека в голове. Но ответы сверху приходят не к каждому, а к вам они пришли. У вас новая дорожка, чистая дорожка, красивая. Но вы вот этот вот ответ получили. И не задавая вопрос, вы бы этот ответ не получили. Чем бы вы тогда отличались от других людей с этими картонными коронами? А у вас настоящая, у вас горящий полумесяц над головой. Так что, девочки, вот такие вот дела. Такой третий вы выбрали вариант. И давайте посмотрим четвертый вариант. Что вокруг тебя? Что ждать в ближайшее будущее? Паш выпал. Паш выпал пентаклей. Это, девочки, какие-то знаки вам идут от ваших фамильяров. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Что вокруг тебя? Сила. С тобой сейчас будет разговаривать сила, реально. И разговаривать она будет восьмерка пентаклей знаками. И будет разговаривать с тобой на перекрестках. И это будет фамильяр. И это, девочки, какие-то... это кошечки, собачки, птички. Кто-то вот из этих, скажем так, братьев наших меньших, да, которые как-то будут тянуть на своих хвостиках, на кончиках своих ушек, на кончиках своих усиков какие-то интересные знаки вам. То есть обращайте внимание на животных, которые вас окружают, запаситесь какими-нибудь вкусняшками, кормом, потому что вы увидите какой-то нереальной красоты, с нереально выразительными глазами, с нереальными знаками какими-то, в нереальных каких-то местах каких-то, девочки, животных. Или, например, бабочка на вас сядет, или птичка, как у вас, да, или еще что-то. И это, девочки, будут ваши лучшие знаки, которые будут вам идти с вами. Вот почему это происходит. Сила, колесница. С вами разговаривает какая-то высшая сила. А кто это?
Но я таки подумала, король Пентаклей выпал, да, и отшельник девочки выпал. Это не совсем высшая сила, это предки и потомки. То есть вот сейчас, в это время, в ближайшие 3-9 дней, вы будете прям реально общается медуизмом. Кстати, надо, вот я сейчас подумала тоже, кстати, снять медуизм. Сейчас хорошее время для него. И, короче, вот вы сейчас будете общаться, с вами будет общаться потусторонний мир. Возможно, вы кого-то звали, или, возможно, вы кого-то проводили, или кто-то не может с вами расстаться и не хочет с вами расставаться, а хочет посмотреть на, еще раз взглянуть на этот мир вашими глазами, или пообщаться с вами, да. То есть с вами будут общаться с того мира души тех людей, и они будут выбирать, так как они не могут выбрать тело человека, или это даже, девочки, может быть человек, но я вот просто не буду называть, с какими особенностями они могут быть, эти люди, да, но они могут быть довольно-таки особенные по сравнению с основной массой людей, да, то есть вряд ли это будут люди, но они могут все-таки быть, да, с вами общаться. Поэтому, знаете, отнеситесь к этому вот так вот с благовением каким-то. Возьмите, покормите этих животных, да, просто возьмите с собой кормика какого-то, если у вас дома котика есть, да, или собачка, возьмите этого корма с собой, положите в сумочку, пусть с вами вот этих 10 бобок побудет, да, и вы, поверьте мне, найдете кого этим прикормить, накормить. Вот те животные, которые нас окружают, туда войдут, девочки, какие-то светлячки, души, которые вот захотят с вами вот так, знаете, мило посидеть, скажем так, да. Хорошо. Почему это они к тебе идут? Солнце, королева мечей. Это излечение, девочки, какое-то идет. К вам идет мир. Вот смотрите, сейчас вы будете яснее чувствовать мир потомков, еще пока не пришедших в вашу жизнь душ, и предков, ушедших уже ваших душ, по одной простой причине. Потому что это идет какое-то излечение. Это излечение боли каких-то идет тебе. Солнце и королева мечей вместе обозначает излечение от какой-то болезни. Что-то дурное уйдет с тебя. Какая-то болезнь, которая либо зарождалась, хакнется, да. То есть это, девочки, например, если вы чувствуете, что вы где-то стареете, да, и какие-то обратимые процессы могут происходить в вашем организме, которые вы видите или не видите, они уйдут. Вы будете чувствовать себя намного лучше сейчас с этими знаками. Они поддерживают в вас огонек жизни, огонь любви, огонь хорошего отношения. Вы такая, вы знаете, они вас хранят, ваши хранители рядом. И это именно, знаете, ваш род. Причем мы не имеем в виду род именно те, которые люди, которые ушли. Это будущее. Они хранят вас для себя. И прошлое, которые хранят вас тоже для себя. Понимаете, вы им нужна. И поэтому, девочки, вот этим светом озарится тело ваше. Давайте еще посмотрим, чего ждать в ближайшее время. Император, двойка мечей и маг. Королева кубков. Что-то интересное будет с людьми происходить тоже в вашем окружении. Смотрите, идет император. Двойка мечей, маг. У кого-то дойдут руки. Дотянутся все-таки руки, девочки, с этого потустороннего мира до каких-то людей, которых вот прям, знаете, вот как при... Хотите вот верьте, хотите нет, но это очень похоже, как оно будет выглядеть, да? Вот знаете, как похищает НЛО людей, да? Подлетает тарелка, включается какой-то лазер, свет, и туда засасывает в тарелку кого-то. Так вот, да? Так вот, девочки, ждите какой-то чистки людей возле вас, да? То есть, смотрите, когда работает род, как в ту сторону предков, так и в сторону родовую, да, новых поколений каких-то, неважно, касается это вас, либо ваших родственников, у которых там детки появляются или еще что-то, да,
у вас заберут ненужных людей вокруг вас. Тех сволочей, да, или тех, которые теснили вас, которые не давали вам раскрыться, понимаете? И тут говорится, что пройдет какая-то болезнь у тебя. Какая-то болезнь просто выйдет из тебя, понимаешь? Вот такие дела. И, девочки, еще по 4-му варианту, да. Вот смотрите, сейчас идет время, и все-таки вы, как родовая, надо следить за своими зубками. Поэтому, девочки, а зубки это такое, да, если делать все за один раз, это дорого. Поэтому, девочки, если есть возможность, сходите к стоматологу, да, запишитесь. И вот, например, если где-то какая-то дырочка, какой-то кариес, что-нибудь такое, что вас вроде бы не беспокоит, но желательно сделать, да, то сходите. Вот связано, что к стоматологам я бы тут сходила бы, да. Если у вас есть какие-то вот такие вот моменты душевные боли какой-то, тоски душевные по ком-то, или вы ж чего-то хотите, можете сходить в любой храм, католический, православный, мечеть, да, и вот что-то сделать, если вот касательно, ну, давайте христианский эгрегор возьмем, да, за упокой поставьте свечку, по кому вы тоскуете. Понимаете? Или закажите записочки там всякие. И за здравие поставьте, или вот тому, кто появится, или вот этим маленьким, которые дальше идут продолжением вашего рода. Кстати, очень это вот я сейчас сама себе тоже напомнила это. И я, например, тоже схожу, я напишу записочки. Просто напишу записочки, чтобы тоже так вот проработать еще там, в этом эгрегоре. Потому что я с разными работаю, да, и у меня есть разные, и все хорошо работают, что меня очень радует, кстати, да. Вот такие вот дела. Так что сходите, мои дорогие, поработайте с этим. У вас сойдет какая-то болезнь с вас. И обращайте внимание, пожалуйста, на знаки маленьких, хорошеньких, животненьких, да, птичек, собачек, котиков, которые будут как продолжение душ, которые хотят к вам больше подойти, показать себя. Посмотри, вспомни меня, взгляни на мой прах. Да? Я думаю, ты в гостях, но они пришли к вам для того, чтобы вы посмотрели в глаза и вспомнили, кто вы, да, для чего вы живете. И вас хранят хранители. Это очень, это, знаете, вот трогательно, реально, да. Вот это вот мое любимое выражение тут тоже действует, да. У ведьмы есть 1000 дочерей и 1000 матерей. Каждая ведьма, девочки. Все, любимки. Люблю вас, целую, обнимаю. Пусть все у вас будет хорошо. Пока-пока. Магия в твоих глазах, тьма танцует в зеркалах. Ты знаешь, ты видишь, мир трещит, а ты слышишь крылья теней за спиной.